Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о вещах, которые нельзя никогда, ни при каких обстоятельствах поднимать с земли. Что это за такие магические вещи и опасные вещи? Далее в этом видео. Друзья, прямо сейчас ставим лайк этому видео. Вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, с вас лайк, и мы рассказываем ценную информацию. Обращаем ваше внимание, что любая вещь, любой предмет, они обладают своим эгрегором, знаете, своим каким-то определенной своей энергиями и вибрациями. Или, знаете, обладают душой, и они впитывают энергетику владельца. И, к сожалению, некоторые предметы являются опасной находкой, которая способна лишить вас удачи и личного счастья. Вы знаете, что найденные на улице вещи, предметы, они редко приносят счастье, потому что любая вещь, в первую очередь, это энергетика прошлого владельца, которая не всегда позитивна. Кроме того, помните такую пословицу, что скупой платит дважды. Если это не ваша была вещь, возникает вопрос, зачем вы ее подняли или зачем уделили ей внимание. Когда вы чему-либо отдаете внимание, вы тратите свою энергию и время. Помните об этом. Поэтому никогда не старайтесь поднимать именно эти вещи. Почему? Дело в том, что с помощью таких вещей пытаются избавиться от родового проклятия. Это программа негативная, разрушающая программа переносится на человека, который подобрал и присвоил себе такую опасную находку. И именно активация происходит в тот момент, когда вы ее подняли. Также обращаю ваше внимание, чтобы было бы хорошо, если вы своим детям, внукам рассказали об этом, чтобы они также никогда в жизни не поднимали. Потому что многие люди не знают, увидели какую-то яркую вещичку, ой, она валяется, никому не нужна, и поднимают. Таким образом, они поднимают к себе вот эти негативные программы. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны, будьте осторожны, если на вашем пути ни с того ни с сего появляется потерянная кем-то вещь. Также бывает так, что таким образом высшие силы проверяют вас на скупость, на жадность. И вот здесь очень многие люди проявляют себя, потому что боятся, ой, я нашел, а мне вдруг это пригодится и так далее. Итак, вещи, которые нельзя поднимать с земли. Первое – это монетки. Любые монетки, потому что монеты – это энергетические вещи, это энергетический талисман, который впитывает в себя негативную энергию. И вы знаете, чаще всего монеты выбрасывают на улице уже по истечению позитивного воздействия на человека. И представьте себе, что на этой монетке скопилась определенная негативная, деструктивная энергия. И вы, поднимая эту монетку, тем самым обрушиваете это на себя. При этом это происходит в тот момент, когда вы прикасаетесь к этому предмету. И также обращаем ваше внимание, что с помощью монеты можно перенести финансовое неблагополучие с одного человека на другого. Поэтому думайте 10 раз перед тем, как поднять такие вещи. Далее кольца. Вообще любые украшения на улице, знаете, это символ несчастья. Но особое значение отдается кольцу. Нет ничего сильнее, чем связь энергетического поля владельца именно с драгоценным металлом, потому что через кольца передается порча, передается несчастная любовь, разлука, венец безбрачия и много-много чего. И поэтому вы увидели колечко, вы решили, что такое колечко вам надо, то есть вы же недаром прошли именно в этот момент, и таким образом вы взяли на себя этот негатив. Также никогда не примеряйте украшения близких людей на себе, потому что таким образом вы можете взять, возможно, случайно чужую судьбу, потому что дело в том, что не всегда люди знают, что у другого вообще человека происходит в жизни. Даже если это ваша родная сестра, мама или близкий
близкий какой-то очень родственник вам, вы должны понимать, что вы свечку не держите, и вы не находитесь с человеком, не живете его жизнью 24 часа, значит, вы не знаете всех проблем. Очень часто бывает у людей, которые богатые, которые зажиточные, которые имеют дорогую машину, ездят по заграницам и так далее, вы знаете, они живут в долгах, как в шелках. И это только, вот знаете, вот маленькая вот та занавеса, что мы видим. Кроме того, у человека могут быть проблемы быть и с детьми, с родителями, с близкими людьми. У человека могут быть какие-то болячки и так далее. Вы этого не знаете, к сожалению, потому что люди никогда не делятся плохим. Люди всегда пытаются показать все только самое хорошее. Далее мягкие игрушки, пожалуйста, никогда не поднимайте, потому что на первый взгляд это какая-то безобидная вещь, но через такую вещичку безобидную вы можете взять к себе порчу, колдовство. И особенно опасными считаются самодельные куклы, потому что через них осуществляется мощное воздействие на энергетику человека при помощи магических ритуалов. Также, пожалуйста, скажите своим деткам, внукам, чтобы ни в коем случае не подбирали никакие куклы и ни мягкие игрушки, потому что ребенок может принять это на себя, у него энергетическое поле еще слабое, и кроме того, он может принести с собой вот эту беду. Помните об этом. Далее колющие предметы. Обращаем ваше внимание, в основном вот такой вот разрушительной негативной энергетикой могут обладать булавки, иголки, которые вы найдете на улице или на пороге вашего дома, потому что через них наводят черные привороты, через них наводят порчу. Также напоминаем вам, что с помощью булавочек, иголочек люди оберегаются, и именно эти вещи помогают защищать своего хозяина. Но это не относится к тем вещам, которые вы обнаружили на улице. Увидели, проходите мимо, даже не заостряйте свое внимание, не старайтесь убрать с улицы, с дороги и так далее. Помните о том, что чем меньше вы будете уделять этому внимания, значит, меньше вы уже на энергетическом плане будете возвращаться именно к этому предмету. Также, друзья, далее нательные крестики. Помните о том, что любой крестик, он призван защищать и ограждать своего владельца от несчастья, от невезения, от дурного воздействия. И при потере он становится мощным энергетическим оружием. Такой предмет может изменить вашу судьбу, сделав ее не похожей на другого человека или наоборот. Иными словами, вы можете подобрать на себя все грехи, все эти проблемы, не сделанная работа над ошибками с прошлого обладателя нательного крестика. Не нужно поднимать. Да, если вы считаете, что, возможно, этот крестик вот надо поднять, в таком случае не берите его руками, заверните его в салфеточку, возьмите материал, в платочке, отнесите в церковь. Там и объясните батюшке, как этот нательный крестик у вас появился. Но и передайте батюшке. Батюшки знают, что делать с такими вещами. Далее, друзья, ключи. Обращаем ваше внимание, что ключами запирают не только двери и замки, ими также запирают несчастье. И подобранный предмет, когда вы его подбираете, вы тем самым открываете дверь, через которую в вашу жизнь попадает несчастье, болезни, тревоги, всевозможные недопонимания, семья начинает рушиться, на работе начинают всевозможные проблемы. И это все благодаря какому-то ключу, который вы подняли на улице. Вот он вам был нужен? Скорее всего, нет. А любопытство взяло верх над этим. Поэтому, пожалуйста, думайте. Далее. Зеркала. Помните о том, что зеркала таят в себе достаточно сильную энергетику и магическую силу. И с помощью зеркал люди, как правило, могут корректировать собственную судьбу, а также наводить порчу из глаз. И также поверхность зеркала, она записывает все то, что происходило ранее. А, как правило, все то негативное, что происходило, могло у бывшего владельца. Соответственно, вы подбираете такое зеркальце, вы тем самым, получается, зеркало начинает отдавать вот эту энергию, вот эти картинки,
которые были у прошлого владельца, именно вам, потому что зеркало не понимает, что есть хорошо, что есть плохо, и у человека также начинают определенные проблемы. Также никогда в жизни не смотрите в чужое зеркальце. И очень важно, чтобы иначе все то, что происходит у хозяина, оно также может отражаться. Помните, у вас должно быть свое зеркальце, которое куплено вами и которое вы также должны время от времени протирать. Далее, друзья, браслеты. Обращаем ваше внимание, мы здесь имеем в виду браслеты, которые сделаны из ниток или бисера, потому что именно вот данный предмет вот сделан из таких вот элементов. Это мощный оберег, и он сделан своими руками, а значит, он несет определенную энергию. И когда вот такой браслет теряется, это теряется не случайно, потому что обычно он рвется или слетает с руки из-за переизбытка негатива. Поэтому вам не стоит подбирать этот талисман, потому что, возможно, вам грозят это неприятностями и черной полосой. Далее расческа. С расческой тоже нужно быть очень осторожными, потому что через расческой человек связан своими мыслями, образами и взаимодействием с миром. И, конечно же, расческа очень часто применяется в качестве магического атрибута. И через расческу производятся всевозможные привороты и страшные ритуалы. Помните, пожалуйста, об этом. Друзья, вот это вещи, которых точно не стоит поднимать на улице, даже если есть сильное желание, даже если это что-то золотое или что-то очень дорогое. Помните об этом. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно, друзья, подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А мы с вами, друзья, уже услышимся в следующем видео. Всех вам благ!